Всем привет! Для тех, кто только начинает познавать основы массажа, этот видеоролик будет полезным. Сегодня мы делаем расслабляющий массаж спины. Все приемы адаптированы для любого человека, то есть не требуют каких-то специальных навыков. Этот массаж также можно выполнять как на массажном столе, так и на полу или на кровати в домашних условиях. Этот массаж будет полезен людям, кто ведет малоподвижный образ жизни, кто после праздников, лежа на диване и просматривая сериалы, накопил такую серьезную гиподинамию. Поэтому всем людям, кто отмечал Новый год, кто выходит с праздников на работу, этот массаж будет полезным. Поехали! Для выполнения расслабляющего массажа на руки наносим масло несколько больше, чем обычно. В расслабляющем массаже очень много поглаживающих движений. Поэтому скольжение должно быть равномерным и не раздражающим кожу. Для начала выполняем одновременные поглаживания. Вниз можно спускаться по рукам. Руки достаточно чувствительная зона, поэтому человеку эти движения будут приятны. В расслабляющем массаже, как и во многих других видах массажа, все приемы повторяются по 5 раз, иногда и больше. 7 и 10 раз. Следующим приемом мы выполняем круговые поглаживания одной рукой. Работаем сначала по одной стороне, по дальней. Затем, повторив 5 раз, перейдем на ближнюю сторону. Вторую руку можно положить сверху для отягощения, для того, чтобы вам меньше нагружать одну руку и работать более равномерно. Во время выполнения движений старайтесь не отрываться от тела человека. Все движения должны быть как единое целое. Далее переходим на ближнюю сторону и выполняем аналогичные движения. Позицию своего тела можно сохранить на том же месте и не переходить вокруг кушетки. Старайтесь подстроиться под дыхание человека и выполнять массаж в медленном равномерном ритме. Далее добавляем отягощение и выполняем глубокие поглаживания или выжимания. Усиливаем давление так, чтобы перед вашей ладонью образовался валик из кожи. Повторяем круговые поглаживания, но уже с более сильным отягощением. Надавливание на рабочую поверхность усиливаем. И также повторяем приемы 3-5 раз. Старайтесь не ускоряться и удерживать равномерный ритм. Можно включить медленную музыку и работать под эту музыку, сохраняя движение в одном ритме. При выполнении движений старайтесь работать от тела. Используя вес своего тела, оказываем давление на рабочую зону. Вы и ваши движения как одно целое, то есть ваши руки – продолжение вашего тела. Тогда ваши движения будут плавные и равномерные, и вам будет проще сохранять ритм и не уставать. Для связки выполняем одновременное плоскостное поглаживание, и далее у нас идут обхватывающие выжимания от позвоночника к кушетке с отягощением. Делаем выжимание. Вниз возвращаемся поглаживанием по рукам. Повторяем несколько раз. Далее работаем с поясницей. Подушечками пальцев
разминаем область крестца и поднимаемся вверх вдоль позвоночника по паравертебральным мышцам. Также спускаемся вниз и повторяем движение несколько раз. Верхняя граница работы будет 12-я пара ребер. Далее подушечками пальцев работаем по гребню подвздошной кости. Прорабатываем место крепления ягодичных мышц и мышц поясницы. Поясничный отдел – один из самых нагруженных отделов, поэтому на этой зоне можно немного задержаться и сделать акцент. Дальше выполняем продольные выжимания вдоль позвоночника, акцентируя давление на паравертебральные мышцы, на мышцы около позвоночника. Выполняем растягивающие движения предплечьями. Разводим руки равномерно вверх и вниз. Проходим по всей поверхности спины выжиманиями. Для того, чтобы удобнее было выполнять следующие движения, лучше встать к изголовью и подушечками 4 пальцев работаем с поясничным отделом. Проходим по гребню подвздошной кости и аналогичными движениями подушечки большого пальца разминаем мышцы около позвоночника и поднимаемся на грудной отдел. Повторяем приемы 3-5 раз. Далее выполняем поглаживание и переходим на выжимание гребнем. Сжатыми в кулак руками проходим вдоль позвоночника. Остистые отростки позвоночника не трогаем. Работаем только с мягкими тканями, работаем только с мышцами. И повторяем движение несколько раз. Поглаживаем для связки приемов и плавно переходим к следующему приему разминания подушечками пальцев. Проходим приемом вдоль позвоночника, сначала по дальней стороне, затем будем выполнять движение на ближней стороне. Между приемами после каждого прохода выполняем поглаживание или выжимание.
Следующим этапом выполняем растягивающее движение по грудному отделу спины. Ближняя рука упирается в ближнюю сторону, а дальняя толкает от себя. Дальше выполняем кругообразные разминания гребнем. Также проходим по грудному отделу. Сначала работаем с дальней стороной, чередуя приемы с поглаживаниями, затем переходим на ближнюю сторону. Выполняем выжимание и переходим на выжимание и разминание предплечьем. Этот прием нужно выполнять очень аккуратно, для того, чтобы не доставить человеку дискомфорт, когда заходим на остистые отростки позвоночника. Старайтесь, чтобы мягкая часть вашего предплечья не давила чрезмерно сильно на позвоночник. Следующим этапом переходим на область надплечий. Работаем с трапециевидной мышцей и мышцей, поднимающей лопатку. Удобнее всего на этой зоне работать разминаниями подушечками большого пальца. Эта зона очень напряжена у людей, которые много времени проводят за компьютером, кто много смотрит в экран телефона, а таких людей сейчас очень много. Поэтому здесь мы можем сделать небольшой акцент и повторить движение 5-7 раз, чередуя с поглаживанием. В завершении массажа выполняем более легкие поглаживания и постепенно переходим на легкие касания подушечками пальцев и выполняем эти движения. Некоторым людям бывает щекотно. В конце выполняем плотные поглаживания, стараемся прикасаться и ладонью, и предплечьем.